Если вы владели первой версией Антилоп, вы знаете, какие ощущения дает данная обувь. Эти кроссовки про бег и быструю ходьбу, и точно не про размеренные прогулки. Первые ощущения от них всегда заставляют вас спросить себя, зачем я их купил, пока ты не начинаешь в них бежать. Уникальная система шнуровки, отличная поддержка стопы и подошва Goodyear. Плюс место под умный чип в каждом кроссовке. Xiaomi много чего доработали, хотя дизайн, если честно, мне не зашел. Tube 560, всем привет, вы на канале Польза.нет, здесь ценят ваше время, у меня только быстрые обзоры без мата и ужимок. Подписывайтесь с лайком. И участвуйте в розыгрышах, выиграть можно 5 Mi Band в 5 серии раз в месяц, сейчас еще ушки Liberty Air 2 и 3 топовые зубные щетки. В розыгрыше 30-го. Все условия в описании. А сегодня я быстро расскажу вам о моих новых беговых кроссовках Xiaomi Amazfit Antilope Lite 2. Первая версия которых была выпущена в 2018 году и обзор на который у меня набрал почти 90 тысяч просмотров. Приходят кроссовки в довольно стандартном пакете. Хотите коробку, можете доплатить пару долларов продавцу и вы ее получите. Первого впечатления вам не хватит для радости. Точнее, радости будет мало, хотя химического запаха здесь нет. Но странная пластиковая блямба хлипкого вида на кроссовке, довольно кустарно пришитые светоотражатели и ультраскандинавский внешний вид, помноженный на клей в некоторых местах, который, к сожалению, виден. Никакого вырви глаз цвета, как в их первой модели, и подавно нет. На выбор только серые с серыми светоотражающими вставками и темно-серые, в некоторых местах пишут, что черные кроссовки, которые я купил, с оранжевыми светоотражающими элементами. Но когда начинаешь разбираться, понимаешь, что эта обувка просто напичкана технологиями ничуть не меньше, чем самые топовые Соломоны. На борту самое интересное — это быстрая шнуровка ниткой. Пластиковый колпак вытягивается до щелчка, и далее по часовой стрелке вы затягиваете струну до необходимого уровня. Далее просто вжимаете колпак обратно и тем самым фиксируете шнуровку. При беге она не ослабляется, механизм выглядит довольно хлипким. В интернете видел отзыв одного пользователя, у которого этот механизм уже навернулся. Но, как говорят, с дури можно многое чего сломать, а кроссы в принципе лучше не перетягивать. И в целом боковая инерционная система шнуровки — это, конечно, вещь. Средняя подошва, как и у всех топовых моделей, обладает великолепной прыгучестью и отлично выталкивает стопу при беге. Новая технология, которая при увеличении интенсивности упражнений дает вам все большую устойчивость и фиксацию, лично для меня не совсем понятна, но по ощущениям она работает. Когда вы идете, впечатление, как будто вы в тапках. Начинаете бежать, и чем быстрее бежите, тем лучше ощущается фиксация стопы. Подошва Goodyear. Стелька Footbed. Подошва топ, на мокром асфальте не скользит. И если в ее первой модели у покупателя были сомнения, что она оригинальная, теперь они развеялись. Во второй версии подошва ничуть не хуже. Стелька Footbed не худший вариант, но я бы поменял ее на что-нибудь посерьезнее. То, что вам и вашей пронации больше подходит. Кроссы не подходят для гиперпронаторов. Как определить пронацию, вы можете посмотреть в интернете, нужна только вода и лист бумаги. Также подошва не подходит для бега по болотистой местности. Слишком много воды, для нее это плохо. В дождь кроссовки довольно быстро промокают. Крайне странно, что они решили сделать кроссы почти без пропитки. Верхняя часть обуви выполнена из трехмерной клетчатой ткани и дышащего хлопчатобумажного двухслойного материала. Боковины получили вставки из пленки горячего сплава, стелька изготовлена из пены Осол и трехмерной противоскользящей мелкозернистой ткани, что позволяет ей отлично рассеивать давление, в идеале. По структуре кроссовки состоят из трехмерного клетчатого верха, далее нескользящая амортизирующая стелька, далее фиксатор-ложбинка под чип отслеживания активности в каждом кроссовке. Вторую версию такого чипа я уже заказал, ложбинка как раз под вторую версию. Пока чип мне еще не пришел. Но вообще туда можно поместить любой чип по размеру. Материал подошвы так называемая ньютоновская жидкость. К деформации как продольной, так и поперечной он устойчив. Относительно легкий, один кроссовок 380 граммов, что для трейловых кроссовок в принципе нормальный вес. Далее резиновая подошва Goodyear, и в контакт идут спецшипы и на пятки Flex Buff. Все сконструировано так, чтобы не скользить и чтобы в протектор не забивалась грязь при беге. Мой размер и перепады подошвы для него вы видите на экране. На широкую стопу по мне эти кроссовки не пойдут. Специальная конструкция пятки для уменьшения износа и увеличения удобства. Немного выше обычного она. Фиксация пятки почти как под баскетбол. При правильной шнуровке прямо намертво. 10 мм перепад пятка-носок для скорости. Кроссовки дышащие, но я бы в них бегал максимум при плюс 30 и то в супер тонких носках. Ультра тонкими эти кроссовки не назвать. Размеры от 39 до 45
евро, 45 евро нормально садится на стопу в 285 мм, хотя хочется запас еще пару миллиметров. 44 размер на 285 слишком маленький. Напоминаю, что у кроссовок механическая система шнуровки, необычный способ шнуровки по-другому распределяет давление на ногу, а пользователю при этом не придется беспокоиться об ослаблении и развязывании шнурков. Процесс бега становится более приятным. И Goodyear не зря сделала для Amazfit Antelope Lite 2 подошву из легкой и износостойкой резины. Она и правда хороша. Завезли сюда и технологию Traction RB, улучшающая сцепление кроссовок с поверхностью. Цена при использовании купонов и кэшбэков на сейлах в среднем около $39. В любой день без заморочек и с бесплатной доставкой $46 по ссылке в описании к видео. Резюмирую, советую. Эти кроссы не хуже, чем их первая версия, а такую шнуровку обязан попробовать каждый. Более экономичного варианта под это нет. Ставьте лайк за труды, пишите, обозревать еще кроссовки или нет, участвуйте в конкурсах, и на канале больше 10 обзоров на Xiaomi-шные кроссы. Есть даже отдельный плейлист и топ. Спасибо за просмотр, девайс сюда или нет, польза даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.